Доброе утро. Завтракаем на море, а потом я хочу вам показать другую сторону этого поселка, там, где дикие пляжи и кемпинги. Сейчас мы с Таюсей покажем вам вторую сторону поселка, там, где дикие пляжи и кемпинг джунгли. Позади меня находится крепость. И там видно какие-то ступеньки. Что-то такое старое и древнее там было раньше. До побачення. Слава Україні. До побачення, героям слава! Улыбаюсь. Хозяин кемпинга из Польши, сам поляк. И, конечно, такое место здесь крутое. Ну все, возвращаемся домой. Солнце уже садится. Кто-то у нас научился уже пить какао. Теперь каждое утро я ей заказываю какао, и Алиса сама сидит и ложечкой тут его сёрбает. Не горячее? Точно? Как ты говоришь? Какао? Скажи, какао не горячее. Давай. Как ты говоришь? Какао не горячее, скажи. Говорит только что, какао не гага. Там нет дыма. Дыма нет. Ты видела, кто пришел? Опять? Коровки. Что это за конные прогулки тут у нас с утра? Много их. Спустились на наш пляжик, пока не пришла эта знойная жара страшная, обеденная. Да, там уже 2 часа сидит на одном месте с маской. Как у нее рот не болит. Повторюха. Все за Таей повторяет. Легла на ее шезлонг, одела панамочку на лицо, да? И делает вид, что она спит, эта девочка маленькая. А вот и нужный нам указатель. Сейчас мы с Таюсей покажем вам вторую сторону поселка, там, где дикие пляжи и кемпинг джунгли. Джангл. Пошли. Посмотрите, как все красиво цветет. На этой улочке уже что-то типа частного сектора, и я думаю, что здесь тоже все сдается. Сейчас посмотрим, если увижу какие-то номера телефонов на домах, обязательно вам покажу. Вот такой трейлер, моя мечта. Когда я буду старенькой бабушкой, мы с Геной купим такую машинку и будем путешествовать по миру. Дальше идет просто проселочная дорога, и там был указатель в самом начале, что до джангл кемпинга 800 метров. Здесь уже нагромождение огромных камней на берегу. Подняла голову, смотрите, что там есть над дорогой. Какой-то вход в бункер. А вот еще один бункер албанский со времен войны завалился прямо на пляж. Позади меня находится крепость. И там видно какие-то ступеньки. Что-то такое старое и древнее там было раньше. Сейчас уже 5 час вечера, но жара просто стоит ужасная. Ветерка вообще нет. Пекло, короче. Мы специально вышли попозже. Вообще, что меня удивило в Албании в этом июне, то, что море сейчас очень теплое. Вода как парное молоко. Чья-то дача, так прикольно. До кемпинга мы добежали очень быстро. Вот здесь вот палатки. И территория достаточно тенистая. Все в тенечке, не на жаре. И вот заборчик и пляж. Такие заросли из растительности, что плохо просматриваются палатки. И вон синенькие ворота и вход в кемпинг. Шезлонги у них тут стоят под зонтом.
В кемпинге есть вот такие комнаты с кроватями. Не обязательно жить в палатке. И там окошечко во двор. И туалет цивилизованный. Rooms, right? So Угу. actually it's very close here, so probably Хозяин кемпинга делает нам показ, какие здесь есть комнаты. Вот такая вот кровать двухспальная. Маленькая кроватка и двухъярусная кровать. А еще в комнате есть холодильник и минимальный набор посуды. И вот эта комнатка, которую я вам только что показала, 30 евро стоит в сутки. do popatrzenia. Слава Украине. До побачення, героям слава! Улыбаюсь. Хозяин кемпинга из Польши, сам поляк. И, конечно, такое место здесь крутое для любителей дикого отдыха. И вот эта первая комнатка, которая позади меня, она стоит в июле и в августе 45 евро в сутки. Неважно, какое количество людей туда набьется, но там, наверное, 5 спальных мест есть. Вот. Палатки стоят дешевле. Там в начале кемпинга я вам показывала палатки. Они стоят 20-28 евро в сутки. Ну, конечно, я считаю, что если уже выбирать, то лучше жить в домике с нормальной крышей над головой, с нормальным санузлом, не на улице, который находится. А вот еще наследие военной эпохи. В своем прошлогоднем видео из Албании я очень много рассказывала про эти бункеры. Их здесь более 700 тысяч по всей Албании. Количество просто огромное. И тогда албанский диктатор боялся ядерной войны и построил просто колоссальное количество этих сооружений по всей Албании. С тех времен еще осталась колючая проволока. И вот там с другой стороны вход в этот бункер. Дикие пляжи Борша. Такое классное место. Борш – красивейший поселок на юге Албании, и это вот прям полностью в душе мое место, потому что я ненавижу многолюдные пляжи, шезлонги, зонтики, я это все очень не люблю, а вот такая вот пустота – это для меня рай. Алису мы решили забыть дома, потому что идти далеко. Она бы ныла, плакала, а коляской здесь не проехать. Ну все, возвращаемся домой. Солнце уже садится. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Смотрите, что мы здесь обнаружили на этой проселочной дороге. Я так понимаю, что это партия Энвера Хаджи, албанского лидера. Утро. Тая вышла нырять с новой маской. Давай. Сегодня с утра вообще никого на пляже нет, кроме нас. Пока Тая не видит. Вечер, днем все поспали. Сейчас опять вышли на морько. Далеко не ходи, Дотя. Жара сегодня просто неимоверная, градусов 40, наверное, в тени. Иногда я позволяю себе такие дни, как сегодня, просто лежать и ничего не делать. Повторяет все за нами, за взрослыми абсолютно. Тая легла здесь, и она туда пошла. Идем, Алиса увидела, кричит «Коз!» и бежит. Они уже все ушли. Коз здесь много очень горных. Ну кто так танцует, Дотя? Не надо так.
Такая жара, все нашли кусочек водички, маленький дождик. Алиса показала. Гос, ты сейчас вся будешь мокрая, пойдем. Все, я охладилась. Алиса, пошли. Пойдем, мы же в кафе идем. Ты охладилась? Надо поезд взять. Ты что, уже и Тайн допила? Ужас просто какой-то. Она свой выпила, чужой выпила, всех сок выпила. Ну как так, Алиса? Детям пицца, нам кофе. О, принесли. Так, не ругаться, кушать медленно, понятно? Сейчас начнется. Кто кого объест. Вредная еда. Картошка горячая, потихоньку кушайте. Когда человек поел картошку, и все хорошо, жизнь наладилась. Каждый вечер мы с Алисой выходим на пляж. Море теплейшее. Хорошо здесь очень. Отпустили маму на пляж. Посидеть и подумать. Очень скучаю по дому и по близким.